В мире автоспорта скорость и мощь всегда были в центре внимания, но за пределами привычных гоночных трасс существует целая вселенная уникальных машин, которые бросают вызов законам физики и представления о том, что такое автомобиль. От гигантских монстров до экстравагантных конструкций, в этом видео мы познакомимся с теми, кто не боится нарушать правила и создавать нечто совершенно уникальное. Эти автомобили не только поражают воображение, но и ставят перед собой амбициозные цели, стремясь к новым рекордам и достижениям. Вы крупно ошибаетесь, если считаете, что фура — самая большая машина. Сейчас вы увидите таких гигантов, в кузов которых можно загрузить сразу пару десятков фур, невероятные размеры, грузоподъемность и колеса высотой с фонарный столб. Liebherr T282, На первом месте у нас стоит самый большой грузовик в мире — карьерный самосвал Liebherr T. 282B, представленный впервые на международной выставке в Мюнхене в апреле 2004. Давайте пройдемся с вами по его техническим характеристикам. Максимальный эксплуатационный вес машины составляет 600 тонн, грузоподъемность 363 тонны. Масса машины 252 тонны, высота 8 метров, ширина 9,5 метров, длина 15 метров. Максимальная скорость 64 км в час. Объем топливного бака 4730 литров. Такой гигант работает на открытой разработке полезных ископаемых, потому что его выгоднее использовать на таких работах. Угольные, медные, железные, золотые рудники и карьеры в США, ЮАР, Чили — те места, которые больше всего нуждаются в такой технике. Без единого экспериментального образца машина сразу отправилась на серийное производство. Komatsu 930 E4. Второе место отходит карьерному самосвалу Komatsu 930 E4 с электромеханической трансмиссией. Машина может перевозить до 291 тонны груза. Максимальная скорость передвижения 64 км в час. Габариты: длина 15 метров, ширина 9 метров, высота 8 метров. Высокопроизводительная и удобная в обслуживании машина. Caterpillar 790CNF. И продолжает серию самых больших машин карьерный самосвал, производимый компанией Caterpillar. На сегодняшний день 797F является одним из массовых самосвалов на планете и номер один по популярности в США и западных странах за счет улучшения в безопасности, производительности, удобства в обслуживании и комфорта. Обеспечивает минимальные затраты на тонну при перевозке любых материалов. Введение в эксплуатацию было в 2008. Немного пробежимся по техническим характеристикам. Ширина 9,5 метра, длина 15 метров, высота 7,5 метров, объем бака 3785 литров. Максимальная скорость передвижения 68 км в час. Грузоподъемность 363 тонны. Полная масса 623 тонны. Rosenbauer Buffalo Extreme. Теперь давайте с вами отойдем от карьерных гигантов и посмотрим на самую большую пожарную машину, представленную компанией Rosenbauer. Эта машина была специально создана для безопасной и надежной транспортировки больших объемов воды по самой сложной местности, где нет сети гидрантов или источника воды, например, пустыни. В себя она вмещает 33 тонны воды. Несмотря на свою массу в 68 тонн, машина может разогнаться до 65 км в час. Действительно, езда по неровным дорогам, песку или просто по пересеченной местности не представляет абсолютно никаких проблем для системы полного привода с планетарными осями и блокировками дифференциалов. Наоборот, чем сложнее дорога, тем очевиднее становится преимущество Buffalo. Ее габариты: длина 13 метров, ширина 3,5 метра, высота 4 метра. При необходимости подачи воды под сильным давлением машина легко с этим справится, так как его насос имеет возможность перекачивать 6000 литров воды в минуту при давлении 10 бар. Terex Titan. В 1974 году канадская компания Terex создала грузовик-самосвал, который на долгие годы стал самым крупным и мощным автомобилем в мире. Terex Titan, как его назвали, обладал тремя осями, весил 235 тонн и мог перевозить 350 тонн груза. В период с 1974 по 1991 этот гигант использовался на различных разработках. Его внушительные размеры впечатляют: длина составляет 20 метров, высота 7 метров, а при поднятом кузове эта цифра достигает 17 метров. Полностью загруженный автомобиль развивал максимальную скорость в 48 км в час. Его движение обеспечивала дизель-электрическая силовая установка EMD, созданная моторным подразделением GM. В этой установке использовался 16-цилиндровый дизельный двигатель V16 с внушительным рабочим объемом 170 литров, позаимствованный от железнодорожного локомотива, мощностью 2460 кВт, дополненный 4 электромоторами, по одному на каждое заднее колесо. С 1992 этот автомобиль.
как памятник истории, выставлен в канадском городе Спарвуд. Музей Петерсона. А теперь давайте сходим с вами в музей и посмотрим на несколько выдающихся гоночных автомобилей, о которых вы не слышали. В Лос-Анджелесе на Уилширском бульваре находится огромный музей автомобилей Петерсона, настоящая мечта любого любителя машин. Он занимает 4 этажа бывшего торгового здания. В музее представлена впечатляющая коллекция из 100 автомобилей, тщательно сгруппированных в 25 тематических категорий. Это значит, что экспозиция не просто собрание машин, а продуманная и разнообразная подборка, позволяющая оценить автомобили с разных точек зрения. В целом, музей является одним из крупнейших, наиболее значимых автомобильных музеев мира, обязательным местом для посещения всеми, кто интересуется историей и развитием автомобилестроения. Shelby Cobra 289. Первый экспонат, на который мы посмотрим, Shelby Cobra 289 1964 года выпуска, является ярким примером того, как гоночная история Калифорнии тесно связана с именем Кэрола Шелби. На выставке представлена Cobra в версии FIA, специально подготовленной для европейских гонок. Чтобы соответствовать регламенту, в ней были внесены изменения: более наклонное стекло, другая оптика и модифицированная форма багажника. Именно на такой машине в 1964-м Дэн Герни попытался покорить трассу Тарго Флорио, установив рекорд круга, но финишировал лишь 8-м. Shelby Super Snake. Другой потрясающий дрэгстер Shelby Super Snake 1968 принадлежал легендарному калифорнийскому гонщику Дону Прудому, известному как Змей. Прудом, будучи опытным гонщиком и владельцем команды, добился многочисленных побед на дрэг-рейсинге в те времена, когда пилоты сидели за двигателем, в буквальном смысле купаясь в дыму от сжигаемых шин. Дрэгстер 1968 стал одним из его самых успешных болидов. В то время большинство соперников использовали мощные двигатели Chrysler Hemi с полусферическими камерами сгорания. Однако Дон рискнул и установил гоночный двигатель Ford, запрещенный для участия в NASCAR. Это смелое решение и стало залогом его успеха на трассе. Mercury Marauder. В 1964 году Ford выпустил Mercury Marauder, ставшую вершиной линейки больших Mercury. Появившись в конце 1963-го, автомобиль отличался внушительным 6-литровым двигателем V8, выдающим 353 лошадиные силы. Примечательно, что даже эта крупная машина имела спортивную модификацию. Легендарный Парнелли Джонс использовал ее для участия в гонках. Миллер 122. Миллер 122 1924 — это гоночный автомобиль, созданный знаменитым Гарри Миллером, представляющий собой еще более раритетную модель. Цифра 122 обозначает объем рядного 8-цилиндрового двигателя в кубических дюймах, разработанного Миллером после появления в США 2-литрового гоночного регламента. Компактный двигатель позволил создать очень узкий и аэродинамичный автомобиль, который одержал победу в престижной Инди 500 в 1923 году и выиграл множество других соревнований. Curtis Craft Midget 1947. Вы слышали о знаменитой в США и довольно известной в России серии Midget, где гонщики соревнуются на компактных и простых, но быстрых автомобилях? Так вот, такие машины использовались в Америке еще в 40-х. Этот конкретный экземпляр был произведен компанией Фрэнка Куртиса, одного из самых известных гоночных конструкторов того времени. Технические характеристики: 4-цилиндровый двигатель, впрыск топлива Hillborn, расчетная мощность 145 лошадиных сил, коробка передач Offenhauser In-Out, барабанные тормоза на 4 колеса, передняя трубчатая ось с торсионами и радиусными штангами, задняя ось Hallibrand Quick Change с торсионными стержнями и радиальными штангами. Оли Бронко. Оли Бронко 1971 является прародителем современных ралли-рейдовых багги, на котором соревновался сам Парнелли Джонс. Хотя он предпочитал асфальт, по легенде, владелец рейдовой команды Билл Строп просто подшутил над Парнелли. В результате тот сначала сломал полноприводный Бронко, а затем предложил создать прототип с задним приводом. На легком автомобиле с трубчатой рамой и пластиковым кузовом партнеры одержали победу в знаменитой гонке Бага в 1970 и 1971 году. Продолжая тему гонок, давайте с вами посмотрим на подборку самых удивительных, безумных, необыкновенных гоночных болидов, которые пытались покорить ралли-рейд Дакар. Vespa P200F. В 1980-м известный производитель скутеров Vespa отправил на старт Дакара 4 мотороллера марки Piaggio Vespa P200E. Эта марка производилась с 1972 по 1979, имела 12 лошадиных сил и максималку 116 км в час. Все они были тщательно подготовлены для покорения Сахары. 2 из них это удалось. Однако к моменту их финиша гонка уже завершилась.
Rolls-Royce Corniche. Даже роскошный Rolls-Royce однажды принял участие в Дакаре, и причиной тому стало нешуточное пари. В 1981 гонщик Тьерри де Монгорже, находясь в компании друзей, заключил спор и решил проехать всю дистанцию ралли-марафона на своем Rolls-Royce Corniche. Чтобы подготовить автомобиль к гонке, ему установили каркас безопасности, переделали привод, используя компоненты Toyota, и заменили двигатель на более мощный 350-сильный мотор от Chevrolet. Пришлось даже избавиться от встроенного мини-бара. Несмотря на хорошие показатели на Дакаре, Тьерри де Монгорже и его Rolls были дисквалифицированы за нарушение регламента в борьбе за 13-ю позицию. Mercedes-Benz 450 SLC. В 1984 пилоты Йохен Масс и Альберт Пфуль предпочли использовать Mercedes-Benz 450 SLC, Оснащенный 8-цилиндровым двигателем. Такой выбор мог показаться неразумным. Тем не менее, спортсменам удалось завершить гонку, что является достижением, недоступным даже для специально подготовленных внедорожников. В итоге Йохен Масс занял 62-е место, а Альберт Пфуль — 44-е. Учитывая характеристики автомобилей, использованных участниками, полученные результаты можно считать вполне достойными. Citroën DS. В 1981-м французский спортсмен Бертран Ронсен принял решение принять участие в ралли Париж-Дакар на автомобиле Citroën DS, который в то время пользовался большой популярностью благодаря своей надежной гидропневматической подвеске, способной преодолевать сложный рельеф. Ронсен самостоятельно подготовил гоночный прототип в непритязательных условиях. Несмотря на это, автомобиль продемонстрировал достойные результаты на соревнованиях и успешно завершил ралли Париж-Дакар. Citroën 2CV. Несмотря на свой солидный возраст, будучи выпущенным в 1963 году, этот французский автомобиль впервые принял участие в крупнейшем мировом ралли-рейде только в 2007. Экипаж, состоявший из братьев Маркесов, к сожалению, смог преодолеть только 4 этапа соревнований. Причиной схода с дистанции стала поломка задней подвески. Porsche. Компания Porsche, известная своими изящными спортивными автомобилями, традиционно ассоциируется с гоночными трассами. Однако, как оказалось, автомобили этой марки способны демонстрировать впечатляющие результаты и на бездорожье. В 1984-м компания представила модель 953, модифицированную полноприводную версию 911 SC, которая одержала победу в ралли Дакар. Этот успех был сенсационным. В следующем году 3 автомобиля Porsche 959 не смогли финишировать в Дакаре из-за технических проблем. Но в 1986-м компания Porsche вновь добилась триумфа в Дакаре, заняв 1-е и 2-е места, а также 5-е место с 3 прототипами, оснащенными турбонаддувом и ABS. Этот результат был особенно впечатляющим, учитывая, что из 488 участников гонки финишировали лишь 67 экипажей. Lada Samara T3. Советский автомобиль ВАЗ-2108 принимал участие в престижном ралли-марафоне «Дакар», продемонстрировав впечатляющие результаты. В 1990-м он финишировал 7-м, а в следующем году улучшил свой результат до 5-го места. Стоит отметить, что прототип модели также участвовал в других международных ралли. В 1990-м занял 2-е место на ралли Тунис, а в 1991-м одержал победу на ралли фараонов. Следует подчеркнуть, что для участия в соревнованиях серийный автомобиль был подвергнут существенной модификации. Двигатель заменили силовым агрегатом от компании Porsche, а подвеску разработали специалисты Туполевского завода. В результате была создана уникальная версия ВАЗ-2108 с мощностью 400 лошадиных сил. Мы подошли к финалу нашего путешествия по миру самых больших, выдающихся, удивительных, безумных автомобилей. Каждый экспонат является шедевром инженерного искусства. Они напоминают нам, что границы возможного существуют лишь в нашем воображении, и что страсть к скорости и инновациям может привести к созданию настоящих чудес. Мы надеемся, что вы ощутили всю мощь и красоту этих уникальных машин. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.